По вводному слову. Ясновкус для чего? Как и яснообоняние, очень много сходных элементов. Для того, чтобы на расстоянии мы могли попробовать что-то. Да, попробовать. В физическом мире, в тонком мире попробовать, да, какими свойствами, понять, какими свойствами обладает тот или иной продукт или то или иное вещество. Подробнее сейчас я расскажу. По самому строению, как это все работает, очень похоже на остальные способности, особенно на предыдущий, на ясновкус. То есть, чтобы что-то работало, нам на область, где происходит начальный анализ, должно попасть вещество. Да? Для этого у нас есть язычок, который удлиняется. Его задача что? Захватить немного энергии и доставить ее к месту назначения, где уже соответствующая система будет разбивать ее на составляющие. Ну как там? Столько-то одних элементов, столько-то других, столько-то третьих. Да? Поэтому задача вот этой системы, длинный энергетический язычок, энергию захватить, область языка ее доставить. Здесь идет раскладка на определенные составляющие. Определенные составляющие, ну неважно, там магния столько, кальция столько, еще чего-то столько, это не вещество. Да? Это просто некоторые характеристики. Это попадает, да, вот, попадает вещество в область языка, получаем начальные характеристики, они отправляются на анализ в духовную чакру, и в данном случае в Муладхару. В основном духовная чакра, что она делает? Она смотрит, вот такие-то параметры, что у нас в досье. Да? Ага, в матрицах с такими-то параметрами соль, сахар, цинистый калий, ну кого что. Да, вот она сравнит. А точно, это вот такой-то продукт. Третьей свежести, первой свежести. Да? То есть продукт, в каком состоянии он находится. Это каким образом идет распознавание. Пульт управления, как всегда, управляет тем, чтобы системы работали, чтобы они раскрывались, нормально там функционировали. Там где-то нужно их усилить, где-то перестроить, где-то восстановить. Это его задача, программное обеспечение, как работает в целом этот комплекс. Задача язычка — энергию доставить. Область анализа, она совпадает с областью языка. Но это анализ не физических объектов, а энергетических объектов, энергии. Здесь начальные данные. Дальше это отправляется в анализ, прежде всего духовная чакра и Муладхара, она записывает там соответствующую информацию. В основном духовная идет раскладка, мы определяем, что это за вещество, да, или что это за тот или иной продукт. Каналы передают энергию, информацию, потоки передают энергию, чтобы все работало. В основном область живота, да, там мозг, да, в целом способности, мозг, область головы, да, чакры обеспечивают этот процесс энергии. Это в целом, как оно работает. Схема более-менее стандартная, надеюсь, понятна. Закономерности, в принципе, одни и те же. Для чего ясновкус используется на практике? На самом деле, здесь достаточно много полезных направлений. Ну, самое простое, пришли на базар, и чтобы не бегать по всем прилавкам, на расстоянии попробовать, где самое вкусное, неважно, что там вы себе выбираете, да? Ходите там на расстояние, смотрите, там нравится, облизываете язычок, там до 1,5 километров может удлиняться. То есть можно на расстоянии фиксировать вкусовые ощущения напрямую язычком на таком-то расстоянии. Если вы отправляете фантомы, они в принципе могут выполнять такую же работу. Ну что-нибудь на язычок взяли, по своим канальчикам связи отправили вам. Через фантом вы можете получать информацию еще на большем расстоянии. Это может быть чуть-чуть по-другому, там сильнее, слабее, это второй вопрос. Значит, что самое важное? Да, если вы так практикуете медитацию, заботитесь о себе, вы можете с помощью соответствующей техники, я расскажу, определять, что для вас полезно, что для вас вредно. Да, и в каких пропорциях, предположим, вам нужно определить, да, чем вам питаться там, в ближайший месяц. Вы можете это прочувствовать в медитации на себе. Да? Каким образом это работает? Ну, расслабились, медитация, берете на язычок, да, определенную энергию, что исходная информация попадает на язычок. Дальше вы хотите понять, если вы это внутрь себя впустили, что произойдет. Два основных варианта. Ваше сознание включается, скажем так, в тестовый режим. То есть вы хотите понять, если вы вот это вещество запустите внутрь организма, выпили, съели, да, предположим,
что с ним будет происходить. Да, запускается тестовый режим, и в медитации вы можете почувствовать: классно, там прилив энергии, или, например, свело живот, ну или еще что-то там такое. Вы можете почувствовать, как те или иные продукты на вас повлияют. Один из источников наслаждения, когда вы удовлетворяете какую-то потребность. Скажем, вам не хватает, и неважно, там, кальция или еще чего-то. Вот вам не хватает, и вам почему-то плохо, вы не знаете почему. Да, когда вы эту потребность удовлетворяете, ой, так хорошо. Значит, одно – это что вам более всего подходит, именно вам. Да? Может быть, сейчас, может быть, там через месяц это будет что-то другое. Есть, опять же, это различные задачи. То есть вы в целом, да, для вас какая диета наиболее подходящая. Вот на сейчас в чем потребность вашего организма. Поэтому одно качество, второе – можете для себя понимать, что вам более всего подходит. Да? Дальше, следующая задача – в каких пропорциях вам нужны те или иные продукты. Да? Сколько вам нужно того, сколько того, столько того. А вот если это все вместе в таких-то пропорциях, ваше тело говорит: фух, наконец-то меня поняли, меня услышали и решили обо мне побеспокоиться. Да? Поэтому желательно свой организм поспрашивать, и что же ему нужно, и в каких пропорциях. Второй механизм – это покровители. Если как бы у сознания недостаточно информации, ну, не совсем понятно, как будет ваше тело реагировать, то второе направление покровителя проанализировали. Да, наверное, это будет вот такое-то состояние. Нет, лучше у него вызвать такую отрицательную реакцию. Да, они вам дают отрицательную реакцию, вы чувствуете, ну, здесь, там, в животе будет плохо, или еще где-то будет плохо. Не, мне это не нужно, да, предположим. То есть одно, сознание в тестовом режиме отрабатывает, второе, ваши покровители дают команды на чакры, через чакры на органы или напрямую на те или иные органы. Вы можете через ощущения понять, ну, переспросить через экранчик, и того, вам это нужно или не нужно.